Доброго вечора, ми з України. Мене звати Рауль, ви дивитесь проект «Украина в огне». Я всегда знал, что невежество приводит к войнам, а незнание истории или искажение фактов приводит к войнам длительным и кровопролитным. Но все равно не могу привыкнуть к тому, как беспардонно россияне жонглируют фактами. Далеко не одинокие боты на Фейсбуке продолжают искажать реальность и формировать образ обобранной матушки России, которая пришла забрать свое. Из последнего. Россия отвоевала Крым у турок, значит, он принадлежит России. Одессу основала Екатерина, значит, она российская. Весь юг Украины – это Малоруссия. Это очень забавная логика, и если выйти за рамки 17 столетия, то она приводит к интересным последствиям. Большинство крымских городов основали греки. Выходит, что Крым греческий. Но если отойти от античности, после греков Крымом владели турки. И если завтра Эрдоган оккупирует Крым, местные коллаборанты вполне вправе кричать по-турецки «Крым идет в родную гавань». Главная же катастрофа в сознании рядового имперца происходит в момент, когда ты предлагаешь всем москвичам съехать из Москвы, потому что она основана киевским князем, и как бы всем понаехавшим пора обратно в Туву, Мордву, Беларусь и прочую ботву. И ведь это еще Китай не доставал свои старинные карты, а Великое Литовское княжество – пыльные манускрипты. А кажется, что с Тувой и Беларусью я погорячился, не было таких стран на карте. Короче, псевдоисторические дискурсы на болотах продолжаются, а уровень антифашизма уже даже начал зашкаливать. На днях депутат Госдумы от Рогозинской партии «Родина» господин Лебедев вывел страну на новый уровень. Наши репортеры работают на Донбассе и на Украине с самого начала того шабаша, который вы и устроили. Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать: сука, мы все придем и всех вас убьем. Пускай думают. Алексей Александрович, Да? это журналисты, А мне наплевать. пропагандисты, А мне враги, наплевать. но так не надо. А мне наплевать. Не надо Я никого туда убивать. поеду, если я его там увижу. Так... Не надо никого убивать. Вы угрожаете людям прямо сейчас в да, нашей именно программе. Так, и что? И что? У меня нет никаких сомнений, что однажды Лебедев сообщит ликующим россиянам, что в стране уже построены трудовые лагеря, где будут содержаться и перевоспитываться немецкие и украинские фашисты. А сам Лебедев будет приезжать туда по выходным, чтобы убивать лично. Здесь он тоже соврет. ГУЛАГ давно построен. Его, если и закрывали, то для установки видеокамер и унитаза для руководителя зоны. В это же время власти Берлина отказывают украинским организаторам в проведении выставки уничтоженной российской техники, ведь в ней погибли люди, и это очень негуманно. Я бы на месте немцев сильно больше переживал бы за неподбитую российскую технику с живыми танкистами, потому что если мы не справимся, мы это украинцы, то русские танки заедут в Берлин второй раз, и одичалые антифашисты напомнят немцам, что такое советская армия, и живые позавидуют мертвым. Но дикие территориальные претензии Лаптистана – это как бы фундамент, базовое блюдо для подпитки ощущения правоты народа Бурундука. В последние недели неожиданно активировались российские международные спящие ячейки типа Иванушки Amnesty International. Старт был неудачный, правозащитники России подавились рублями и даже начали отрыгивать европейскими ценностями. Но стало только хуже. Оказывается, Amnesty International использовала для подготовки отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях, что естественно говорит о том, что интервью давали под давлением. Это прям волшебно и очень профессионально и талантливо. Тем временем у нас новая история. Менеджеры Amnesty International раздают интервью мировым средствам массовой информации и сравнивают Украину с войсками Ирака и Афганистана. Теперь они боятся, что мы не только можем торговать хаймарсами в Киеве на Бессарабском рынке, но в случае поражения суперсовременное оружие может попасть в руки не тем людям. Вот, например, в Ираке американское оружие досталось ИГИЛу. По большому счету, я приветствую, когда регулярную армию Российской Федерации сравнивают с террористическими организациями. Но во всем остальном, ребята, это ж сущий бред. Во-первых, украинские войска, в отличие от афганских, не сдались ни через 3 дня, ни через 3 месяца. И вообще-то на 6-й месяц решительно намерены наступать. Во-вторых, если бы в щедротах своих США выдала оружие и помощь Украине на $2 триллиона, то сейчас бы мы уже освобождали Чечню, а не бодали в спесках. В-третьих,
Ничего суперсовременного союзники нам не передают. Самоходка «Цезарь» была разработана в 2002 году, «Хаймарсы» в 1996 году, истребитель F-16 разработан в 80-х годах прошлого столетия, «Стингер» – разработка времен войны СССР в Афганистане, «Джавелин» на вооружении в США с 1996 года. Вся эта техника выглядит суперсовременной только против ржавых советских ведер. Ничего по-настоящему суперсовременного мы от союзников не видели и подозреваю, что так и не увидим. Так что даже если российская армия захватит какое-то американское или европейское оружие, никаких новых секретов противник не получит и не узнает. К тому же, с тем количеством боеприпасов, которые пока выдают партнеры, россияне получат возможность сделать пробный залп, и на этом конец. Зачем им «Хаймарсы», если к ним нет ракет? Зачем им самоходки, если у них самих их тысячи? Ну и, конечно, это очень оскорбительно, когда европейскую страну с развитыми институтами власти и профессиональной регулярной армией сравнивают с какими-то басмачами, которые пытаются продать 2 цинка патронов и 10 калашей. У нас тут вообще-то работают законы, мусоров больше, чем солдат ЗСУ. И за 3 9-миллиметровых патрона в кармане можно сесть в тюрьму, потому что у нас законодательство еще немножко советское. И в конце концов, это не нашего президента финансировал террорист Каддафи, а президента Франции Саркози. Это не наши чиновники и военные распилили 2 триллиона долларов, но так и не построили армию в Афганистане. Это чиновники и военные США, и там до сих пор проводится расследование. И это не наш канцлер бегал на побегушках у Путина, а канцлер Германии Шредер. Спокойно, у нас на побегушках у Путина бегал президент, вот это я помню. Тем не менее, мы абсолютно не заслуживаем сюжета CBS, где факты искажены до неузнаваемости. Например, бывший американский военный Эндрю Милберн утверждает, что после того, как вооружение пересекает границу, США теряют контроль над ним. Второй источник – литовский волонтер Йонас Ахман. По его личному мнению, только 30-40% поставок гуманитарных грузов доходят до нужд фронта. Вишенка на тортике из дерьма. Сюжет напоминает зрителям, что в Украине были огромные запасы советского вооружения, и мы считаем Украину крупным черным рынком оружия. Ну, они так считают. А знаете, сколько фактов приведено в сюжете CBS News? Я отвечу. Нисколько. Нет ни единого факта, что из Украины на черный рынок планеты попали «Хаймарсы», «Стингеры» или французские самоходки. 0, zero. Бубен шаманский обыкновенный. Далее. Бывший американский военный утверждает, что действующие военные США не контролируют грузы в Украине. Во-первых, это допущение. Я уверен, что Пентагон не информирует бывших военнослужащих США, что он контролирует, а что нет. Во-вторых, американские военные не планируют и не проводят операции на территории Украины. С первых метров украинской земли за доставку оружия в части отвечают не барыги-перекупы, не цыгане на кибитках, а солдаты и офицеры ЗСУ. Где и куда едут «Хаймарсы» – это топ-секрет украинского генштаба. Если США в какой-то момент захотят принять участие в войне в Украине, тогда они смогут сами доезжать на своей технике до передовой, не выключая геолокации. Я понимаю, что неизвестность очень раздражает россиян. Они очень бы хотели знать, где находится и куда направляют оружие партнеров. Но ведь это очень просто проверить. Например, этой ночью «Хаймарсы» подтвердили, что находятся где-то в 80 километрах от Антоновского моста. Не в Кабуле, не в Афганистане. Мост снова непригоден для тяжелой военной техники РФ. Проще говоря, когда партнеры хотят знать, где их оружие, всегда можно почитать сводки Генштаба или сводки россиян. Они тоже подтверждают, что Антоновскому мосту снова гаплык. По поводу литовского волонтера. Мы очень благодарны за помощь нашим друзьям из стран Балтии. И мне очень жаль, что слова Йонаса искажены. Еще раз повторюсь, он говорил про нелетальную помощь, которая поставляется по каналам волонтеров. Наше правительство не вмешивается в его распределение. Но если Йонас располагает фактами о массовом крадеже гуманитарной помощи, то СБУ и МВД готовы начать расследование. Скажу больше, даже не с половины, как всегда, а потому что Украина у нас одна, и мародеров тут не жалуют. Что касается Украины как лидера черного рынка. Здесь опять же ни одной фамилии украинских торговцев оружия или фактов по грандиозным оружейным аферам. Еще я бы хотел проинформировать CBS News
о том, что Украина долгое время была в топ-10 среди производителей современного недорогого оружия и вполне себе неплохо зарабатывала на легальной торговле. В общем, на данный момент я ни на секунду уже не сомневаюсь, что конгрессвумен Виктория Спарц, Amnesty International и CBS News – это все звенья одной цепи, которую выковал наш извечный враг Саурон Владимирович Путин. Кто-то соблазнился золотым звеном, кто-то полезный идиот, кому-то не хватает власти. Это правда всего одна, а у лжи тысячи лиц. Что с этим делать? Обращать внимание на подобные выпады и оппонировать на всех уровнях. У нас есть МИД, у нас есть возможность обращаться в международные суды и заставлять платить цену за свою ложь. И это работает. Вот свежий кейс. В США полно дегенератов-конспирологов, которые зарабатывают сотни миллионов долларов на доверчивых лохах. Но также там есть судебная система. В результате суд США наказал конспиролога Алекса Джонса, обязав его выплатить почти 50 миллионов долларов семье мальчика, погибшего при школьной стрельбе в Коннектикуте 10 лет назад. В своих выпусках Джонс утверждал, что массовое убийство в школе Сэнди Хук было постановкой. После его программы семью одного из убитых школьников буквально затравили зрители и фанаты программы. А знаете, почему сумма столь велика? По словам суда, смысл штрафа в том, чтобы отвадить Джонса от распространения ложной информации в будущем. Стоимость его медиакомпании оценивается в 100 миллионов долларов. По большому счету, такой штраф – это конец для его империи лжи. И очень хорошо, что наш МИД уже отреагировал на сюжет CBS News. А еще я сегодня специально пересмотрел страницы передовых мировых средств массовой информации и нигде не увидел мощных аналитических редакторских статей о том, что если бы Запад 8 августа 2008 года адекватно отреагировал на атаку России на Грузию, то не было бы аннексии Крыма и Донбасса в 2014 и уж точно не было бы полномасштабного вторжения в 2022 году. Умиротворение Путина ожидаемо привело к пожару в центре Европы. И, возможно, мы еще не понимаем, что это начало Третьей мировой. Сама же Россия спустя 14 лет после вторжения в Грузию вплотную приблизилась к статусу государства-террориста. И здесь, в отличие от коллег, я готов добавить несколько фактов. Российский генерал-майор Валерий Васильев сообщил, что его подчиненные заминировали Запорожскую АЭС. И что здесь будет либо российская земля, либо выжженная пустыня. Я, правда, не уверен, что даже русский генерал может быть дегенератом до такой степени, но мы точно знаем, что россияне обстреливают ЗАЭС и уже есть раненые среди украинского персонала атомной станции. Разумеется, Запад и дальше может беспокоиться о том, что может случиться, если 2 стингера из Украины обвалят цены на 300 стингеров из Афганистана. Но мне все это напоминает анекдот про 3 медведей, которые ноют, что ели из их мисок, спали в их кроватках и пользовались их ложками. И тут в берлогу заходит маленькая девочка и кричит: «Очнитесь, дебилы, у нас все деньги украли». Так и здесь мы говорим о западном оружии, которое когда-нибудь, возможно, может попасть на черный рынок. Но в это время Россия обстреливает самую большую в Европе атомную электростанцию. И тут Запад еще начинает различные разговоры на тему того, что надо бы еще разобраться, кто кого обстреливает. Но я думаю, что рано или поздно правда восторжествует, и уже даже самые большие европейские скептики поймут, кто же есть настоящая угроза для мирової цивілізації. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що Російську Федерацію буде зруйновано. Слава Україні!